Здравствуйте, рада всех приветствовать на своем канале. И сегодня я делаю очередное елочное украшение. Это украшение может использоваться не только на елку, но и из него можно делать красивые гирлянды. Также это украшение может использоваться как декор и на Рождество. Итак, для этого мне нужны только полоски ткани. Кстати, такое украшение можно делать даже без швейной машинки и иголочки с ниточкой, если у вас есть красивые ленты. У меня лент остатки, смотрите, совсем немного. И я решила сделать все-таки из остатков ткани. Сшила вот такие полоски. Полоски у меня сшитые. Прошила на машинке. Смотрите, здесь у меня сбоку шов. Вывернула все. Хорошо отутюжила. Лента у меня получилась плоская. И ширина моей ленты 2,5 сантиметра. Длина. Сейчас померим длину ленточки. Так, 20. Я даже, честно говоря, не замеряла. Вот здесь я не подготовилась. 20 до 16, 36. Мне надо 4 ленточки. У меня 2,5 на 36. Можно одного цвета брать ленты, можно ленты брать разного цвета. Я выбрала ткань именно зеленую, красную, так как до этого уже делала вот такую игрушку. И мне хочется, чтобы все-таки у меня был какой-то комплект. И это для того, чтобы еще вам было понятно, потому что на ткани показывать намного удобнее, чем вот на таких блестящих, бликующих ленточках. Ну все, начинаю. Слишком много опять я говорю. Также мне нужен будет шнурочек, на который я ленточку подвешу, ножницы, и для удобства нужен будет пинцет. Итак, я приступаю. Беру каждую ленточку, складываю пополам. Здесь можно вот так ноготочками провести, а можно сразу проутюжить, что я и сделаю. Утюг у меня уже включен. Удобная моя гладильная мини-доска. Мастер-класс у меня есть, как сделать эту гладильную доску. Очень удобно. Делается из обычных разделочных досок. Чехольчик надо мне будет снять и постирать. Это я чуть попозже сделаю. Ссылку на этот мастер-класс я обязательно оставлю в конце видео. У кого нет такой доски, обязательно пройдите и очень рекомендую, сделайте себе, особенно для тех, кто шьет куклу. Ленточки у меня готовы к работе. Я серединки проутюжила и теперь буду создавать украшения. Беру 2 зеленых ленты, сгибы раскладываю в противоположные стороны. Здесь у меня сгиб идет влево, здесь у меня сгиб идет вправо. Дальше работаю с красными ленточками. Здесь смысл тот же. Если сгиб один идет в ленте вверх, то, соответственно, другой идет обязательно вниз. И теперь мне эти ленточки надо просто с друг другом переплести. Беру красную ленту, вовнутрь вкладываю зеленую. И дальше хвостики красной ленты вкладываю в зеленую. То есть, посмотрите, у меня получилось вот такое перекрестие. Дальше беру следующую ленту, смотрю, что сгиб у меня должен быть внизу. Переворачиваю ее. Делаю зеленую вовнутрь красной. И дальше хвостики красной ленты делаю вовнутрь зеленой. Здесь у меня тоже сгиб у зеленый. И все это, девочки, подтягиваю. Если вам непонятно, замедлите видео, и вы точно все поймете. Как и говорила, вот это самый такой трудноватый момент в этой всей работе. Все, посмотрите. У меня получилась вот такая серединка. И теперь для удобства можно пройтись утюгом. Сейчас я выровняю серединочку. А самое главное в этой работе аккуратность и точность. Тогда украшение будет красивым. Все, я его проутюжила. Следующий этап работы. Беру одну половинку ленты и отгибаю в противоположную сторону. Красную отогнула. Все делаю по очереди. Зеленую отогнула. Следующую красную отогнула. И у нас остается одна зеленая. Ее я буду не только отгибать, но и просовывать в квадратик, который у меня получился после отгибания первой красной ленты. Для этого я себе помогаю пинцетом. Это очень удобно. Посмотрите, я мало того, что вот так вот отогну, я ее еще просуну. Тем самым закреплю между собой эти ленточки. Все сделала. Все подтянула. И опять можно пройтись утюгом.
Теперь серединка полностью закреплена, и она совершенно никуда не денется. Дальше я буду делать лучики. Сгибаю под прямым углом. Вот так. Можно помочь себе утюгом. Дальше следующий кончик сгибаю вот так вниз, чтобы получился треугольничек. Тоже сейчас проутюжу. Можно, конечно, и утюгом не работать, но мне кажется, так оно аккуратнее и не норовит опять куда-то деться. Затем, смотрите, складываю вот так. И этот кончик мне осталось только лишь засунуть в этот квадратик. Все. Поправляю, убираю, подтягиваю. Все. Смотрите. Если ткань здесь видна, ее, конечно, можно еще раз убрать. Я, наверное, это сделаю. Видите, здесь выходит ткань, поэтому я еще чуть-чуть подрежу. Посмотрите, какой аккуратный, красивый получился уголок. Теперь я работу переверну, пропущу одну ленту, это зеленая лента у меня, и буду работать с красной лентой. Я все уголочки буду делать через раз. Еще раз показываю, молча, не объясняя. Сделала, перевернула, одну ленточку пропускаю и работаю с другой. У меня уже зеленая лента. Загибаю, загибаю. Складываю. Смотрю, что если я сейчас засуну этот треугольничек под красный квадрат, ткань торчать не будет, поэтому обрезать ничего не буду. Вот в таком моменте как раз вот утюг и желательно. Все-таки он ставит все лоскутки на место. Итак, последний лучик остался. Наверх, вниз формирую уголочек, да? Я делаю утюгом. Складываю и прячу этот кончик под квадратик. Обрезать мне здесь ничего не надо. Все, 4 лучика готово. Теперь я работу переворачиваю на другую сторону и делаю то же самое с оставшимися ленточками. Наверх. Вниз формирую треугольничек. Складываю пополам. Пройдусь утюжком. Эти ленточки у меня получились очень длинные, поэтому я их сразу обрезаю. Обрезки никуда не выкидываем. Это у нас все пойдет на пиццу. Прячем уголочек. Не уголочек, а кончик ленточки, простите. Еще раз. И все по такому же принципу формируем остальные ленточки. Итог моей работы вы видите на своих экранах. У меня получилась вот такая звезда. Чтобы полностью ее сделать елочным украшением, я пришила шнурок. И теперь я еще украшу серединку. У меня
Здесь такие материалы, как бусинки разного цвета, красные, золотые, серебряные, лента пайеточная и сами пайетки. Обязательно куда-нибудь что-нибудь сейчас пришью. Но я это сделаю не только для красоты, а для того, чтобы все-таки еще раз закрепить вот эти лучики внутри. Я привыкла делать так все основательно, чтобы у меня нигде ничто не разъехалось, не распоролось. Поэтому на всякий случай я это сделаю. Хотя, в принципе, можно этого не делать, а и лучики держатся очень хорошо. Ну, для удобства можно все-таки, наверное, еще капельку клея туда вовнутрь капнуть, чтобы уже наверняка. В общем, вот такая у меня получилась симпатичная звезда. Делала я ее из ткани, вырезала ленты, сшивала и делала. И сейчас я вам покажу красивую звезду, которую я сделала первую. И делала я ее из вот такого материала. Это лента, купленная в магазине Fish Price. Девочки, очень дешевая. И у этой ленты хорошо, что край гнется. Такое ощущение, что здесь проволока. Конечно, утюгом пользоваться здесь нельзя. Это все-таки фатин. Но посмотрите, как она складывается хорошо и без утюга. И держит замечательно форму. В общем, вот таких звезд я наделаю очень много. Благо, у меня такой ленточки тоже куплено очень много, и она лежит давно. Я хочу, чтобы моя елка была эксклюзивная. Кстати, мне некоторые писали в комментариях, зачем я делаю вот такие игрушки. Не проще ли сходить в магазин и купить дешевых елочных игрушек? Нет, девочки, не проще. Я не хочу, чтобы моя елка была как у всех и из дешевых игрушек. Я лучше сделаю такую елку, и когда ко мне будут приходить гости, они точно будут удивлены. И мне самой приятно смотреть на елочку, где сделаны игрушки своими руками. И такая елка в 1000 раз дороже, в 1000 раз интереснее, чем обычные елки, которые украшены обычными дешевыми игрушками. Итак, показываю вам звездочку. Смотрите, какая она красивая. Ну, класс. Девчонки, я когда ее сделала, я прямо была так рада. Мне она так понравилась. Представляете вашу новогоднюю елочку, на которой висят вот такие звездочки. Ничего лишнего. Просто одни звездочки из из разных лент разного цвета, но подходящих к друг другу по цветовой гамме. Ленточки в магазинах продаются не только вот такие узкие. Здесь ширина ленты, наверное, тоже, да, 2,5 сантиметра. Есть там ленты и шириной 3 и 5 сантиметров, соответственно, длину надо отрезать больше. Но посмотрите, какая красота. Также такие игрушки можно делать и вот из таких лент. Посмотрите, ну, у меня обрезки, остатки, их не было. Поэтому я сразу решила попробовать из этой и нисколько не жалею. И, кстати, сейчас до меня доходит такая мысль, что, возможно, ведь было сделать комбинированную такую звездочку. Если в середину ленты, то, что мы делали из ткани, нашить, либо пришить вот эту серебристую ленточку, остатки, да, и у меня бы получилась серебристая серединка. Вот слушайте, точно, сейчас до меня доходит. У меня бы получилась вот такая серебристая серединка и другого цвета лучики. Да, девчонки, я сейчас поняла. Я даже это сделаю сейчас. У меня вот таких остаточков штук 6, наверное. Я на следующую ленту, на следующую игрушку обязательно попробую в середину вот этих, когда я складывала их пополам, да, вот в эту середину пришить вот эти серебряные ленты. И у меня тогда получится серебряная серединка. А почему бы и нет? В общем, обязательно попробую. А на этом я хочу с вами попрощаться. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Также оставляйте свои комментарии. На каждый комментарий я отвечаю. А чтобы не пропустить следующее видео, обязательно нажмите на колокольчик. До встречи на моем канале. Творите и вытворяйте красоту своими руками. И я, конечно, вам желаю в наше трудное время здоровья, огромного, богатырского. Пока-пока. До встречи на моем канале.